Рада видеть вас, друзья! Меня зовут Галина Граева, я художница. Добро пожаловать в мою красочную галактику. Сегодня мы с вами отправимся в местечко Виводорче в Италии собирать каштаны. Нарисуем осеннюю иллюстрацию, а также распакуем новую чашку и заварим травяного чаю. Устраивайтесь поудобнее, давайте начинать. Не теряя времени, отправляемся в Виводорче, что в Тоскане. Здесь находится парк, в котором растут каштаны, а еще имеются водные притоки с туристическими маршрутами. Скажу пару слов о том, почему я нахожусь в Италии. Я не в эмиграции, а живу здесь по семейным обстоятельствам уже 11 лет. Точнее, живу на 2 страны. Как-нибудь расскажу об этом подробнее в следующих видео. А пока вернемся к нашим каштанам. Разумеется, надо сказать, что каштаны, которые так любят собирать итальянцы, не имеют ничего общего с теми, к которым мы привыкли в средней полосе России. Наши совершенно несъедобные, а вот те, что растут здесь в горах, наоборот, очень даже пригодные в пищу. С середины октября до начала ноября в Италии начинается каштановый марафон. Итальянцы их просто обожают, а я их восторгов в этом совсем не разделяю. Как по мне, они совершенно не обладают выраженным вкусом. Очень сухие, приходится постоянно запивать. Не случайно из каштанов здесь делают еще и муку, из которой пекут сладости. А я к ним также равнодушна, мне они кажутся горьковатыми. Если вы каштаны не пробовали, то, поверьте, потеряли немного. Кстати, едят их не сырыми, а либо жарят на специальной сковородке, либо варят. Возможно, в России или в других странах, где вы живете, тоже растут такие съедобные каштаны. Если вы такие места знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях, будет любопытно. Сейчас я вам продемонстрирую, как, собственно говоря, происходит сбор каштанов. На деревья за ними лезть не надо, каштаны падают. Это вот такие ежики, внутри которых находятся плоды. Ежики эти очень колючие, палец проткнуть запросто можно. Итальянцы имеют специальные перчатки для такого дела, а у меня их нет. Зато смекалка на месте. Вот так ножками раскрываем и осторожненько вынимаем каштанчики. Оболочка действительно очень колючая, и даже моим способом это еще как ощущается. Вот такие 3 каштанчика обычно бывают внутри. Вообще процесс сбора каштанов кажется легким только на первый взгляд. Во-первых, лес этот полон глубоких оврагов, есть места, где приходится буквально карабкаться по крутым склонам. Во-вторых, каштаны тяжелые. С 5-6 килограммами здесь не особенно напрыгаешься. Итальянцы собирают их мешками и едят потом весь год. Раккольто parecchio. Fai vedere cestino pieno. Io non ho ancora iniziato. Вот такие каштанчики. Невкусные, но красивые. Блестящие, такие крупненькие. С эстетической точки зрения вполне себе. Очень даже крупные. Обычно мелочь пузатая бывает. Я, как правило, приезжаю сюда просто погулять, поснимать, подышать горным воздухом. Кстати, это тот самый лес, где я снимала свое видео в образе ведьмочки. Если не видели, обязательно посмотрите. По-моему, оно получилось очень атмосферным. Ну а теперь, надышавшись горным воздухом, можно и за работу приняться. В этот раз будем рисовать осеннюю иллюстрацию на тонированной плотной бумаге. В основном я занимаюсь росписью по дереву или живописью маслом на холсте. К бумаге не так часто прибегаю, но работать с ней все же люблю.
Я набросала вот такой эскиз. Это будет композиция с птичкой по центру и осенними веточками различных деревьев с листьями и ягодами. Я не перестаю восхищаться осенними природными причудами, маленькими сокровищами прямо под ногами. Постараюсь объединить эти впечатления на листе бумаги. Для начала немножко оживляю фон, нанося цветные пятна в те места, где будут располагаться основные детали. Полностью закрашивать бумагу мне не хочется. Думаю, что готовый фон придаст этой работе декоративности и послужит в качестве подложки под наносимые краски, немного приглушив их. Именно такую цель я в данном случае преследую, и в этом плане тонированная бумага работает просто отлично. Если бы это был холст, мне бы пришлось для начала закрасить его в серый цвет, а здесь уже все готово. Я планирую изобразить не огненную золотую осень, а такую уже ближе к ноябрьской, с более спокойными оттенками. Кстати, краски я использую темперные и гуашь. Они у меня самые любимые для работы по бумаге и по дереву. Эскиз я перенесла через копирку. Мне очень нравится, что так остается насыщенный черный контур. Он также послужит подложкой, помогая отделить детали от фона. Добавляю еще немного пятен на фон. Это придаст глубину работе. Затем перехожу, наконец, к деталям. Первым делом решила взяться за птичку. Это обыкновенный воробей. Все думала, какую птичку нарисовать, и остановилась на воробье. А если точнее, на воробьихе. Для меня здесь есть личный мотив. Воробьем меня называла двоюродная тетя. «Ну что, идешь, воробей?» – спрашивала она. «Иду». Я часто приезжала к ней осенью. По имени-то я больше Галка, но с виду, наверное, к воробьям все же ближе. Мою ассистентку вы уже в прошлом видео видели. В этот раз без ее участия тоже не обошлось.
Вообще такие рисунки для меня всегда повод найти что-то новое, пробовать сочетание цветов, линий или даже придумать сюжеты. Рисую я не быстро, на эту работу также ушло несколько дней. Дело в том, что в моих произведениях всегда много мелких деталей, требующих внимания, и я часто останавливаюсь просто, чтобы подумать. И еще я очень люблю аккуратность, а когда пытаюсь рисовать быстро, выходит непонятная каша. В общем, в творчестве мне очень подходит пословица «поспешишь, людей насмешишь». А тем временем мы практически у цели. Добавляю едва видимых веточек на фон, ставлю автограф. И готово. По-моему, вышло симпатично. Конечно, рамка под дерево, возможно, здесь смотрелась бы удачнее. А еще стоит добавить паспорту, но у меня под рукой только такая беленькая оказалась, что тоже весьма неплохо. После работы самое время попить чайку. Для этого сегодня мы с вами распакуем новую чашку. Мне такая давно была нужна, ведь чай у нас будет не простой, а травяной. И эта чашка как раз для таких чаев предназначена. Очень красивая коробочка, давайте открывать. Сперва идет крышка. Цвет, кстати, как у коробочки. Написано, что это цвет бургундии. Ну, действительно, винный. Дальше у нас фильтр, очень большой, глубокий, как раз то, что надо. А вот и чашка, очень красивая, с лисичкой. По-моему, она почти все времена года отражает. Есть в ней что-то и осеннее, и зимнее, и летнее. Здесь и травы, и мухоморчик. Рисунок мне напоминает мою недавнюю шкатулку, которую я расписывала в прошлом видео. А этот загадочный зверек, по-моему, сурок. Хотя в магазине мне сказали, что это ежик. Но ежика я нашла на коробочке, и выглядит он по-другому. Тут еще и совушка притаилась, и лисичка, конечно же. Вот, кстати, на коробочке загадочный зверек и ежик. Я думаю, что сурок. Может, у вас будут другие догадки. Вот так все складывается. Ну что ж, отлично. Сейчас я помою чашку и заварю травы, которые самостоятельно собирала летом. Не так давно я очень увлеклась этим занятием, и теперь каждое лето делаю заготовки, чтобы потом весь год пить чаи собственного приготовления. Пожалуй, сейчас я положу липу. Просто обожаю ее запах, и на вкус она очень приятная, сладковатая. Еще положу цветы белой акации. Они тоже чудесно пахнут, придают напитку очень тонкий, едва уловимый вкус и аромат. Добавляю щепотку зверобоя. Кстати, полезных свойств у него не сосчитать. В том числе укрепляет иммунитет и является природным антидепрессантом. В наше время очень актуально. И, наконец, немножко дикой мяты. Кстати, засушенная розочка, которая служит мне декором, растет у нас на балконе. Она так красиво засохла, совсем не потеряла цвет, что мне было жаль ее выбрасывать. Сегодня она очень вписалась в композицию.
Оставляем чай завариваться под такой прекрасной грелкой. Раз уж я сегодня среди красоты, хочется устроить себе небольшой праздник, поэтому я еще и свечку зажигаю для настроения. Какой же обалденный запах! Чай отлично заварился, и с таким фильтром действительно очень удобно. Я просто обожаю травяные чаи, по-моему, они не только полезные, но еще и очень ароматные, вкусные, и можно составлять их по своему усмотрению. Вспоминаю, как собирала летом травы. Это не так сложно, а вот помыть и просушить уже потяжелее. Вся квартира была заставлена формами с травами. Но зато теперь чай пью с вареньем. Вот варенье магазинное, до него руки уже не доходят. Да, просто праздник какой-то. Большое вам спасибо за просмотр, друзья. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, поставьте, пожалуйста, лайки и подпишитесь на мой канал. Ну а я желаю вам всего самого доброго и уютного. И до новых встреч! Ну что ж, друзья, осталось только попробовать каштаны. Вот у меня вареный, такой крупненький каштанчик. Будем пробовать. Так, ну, насколько я знаю, их можно как-то очищать либо руками, либо ноготками, либо ножичком. Ну, я все-таки возьму ножичек. Как бы так не порезаться. Вообще не так-то уж это и просто, надо сказать, хотя оболочка размягчается, но все же очищать довольно-таки трудно. Боюсь, что, конечно, как-то очень эстетично очистить этот каштанчик мне не удастся. Но я постараюсь. Так. Ага, вот уже что-то уже проявляется. Мы уже почти у цели. Наверное, я это делаю не очень-то даже и правильно. Так, отлично. Можно пробовать. Потому что не очень-то я его даже и повредила. Пробуем. Немножко шелухи. Ну, съедобно. Я не могу сказать, что это как-то, что вкус какой-то противный, неприятный. Нет, вовсе нет. Просто чего-то такого, ну, скажем так, выдающегося в каштанах нет. Сладковатый вкус. Вот этот даже какой-то прям очень даже сладкий, я бы сказала. Сухой вот эта вот сухая консистенция, такой вот сухой каштан, но они все такие, в принципе. Вот сразу, мне, например, сразу хочется пить. Ну вот, а так, в принципе, вполне себе есть можно. С чем сравнить, я даже не знаю, на орехи не похоже. То есть, если бы это были орехи, орехи я люблю, мне как-то больше бы это зашло. Вот, не могу сказать, что это на картошку похоже, это тоже как-то не похоже, потому что сладковато. Что-то другое. Ну, вот, не знаю, что, с чем сравнить, не приходит ничего в голову, но, как говорится, чего-то такого вот особенно ярко выраженного вкуса здесь нет. Так что, как бы, действительно, восторгов по поводу каштанов я, в принципе, ну, как не испытывала, так и не испытываю. Ну, не противно, нет, не противно. Ну что ж, друзья, сегодняшнюю программу теперь мы уже точно выполнили.